И если вы испытываете хроническое чувство неудовлетворенности от того, что чувствуете, что ваша жизнь заходит куда-то не туда, либо если вы чувствуете такую зыбкую беспомощность и растерянность от того, что вы вообще запутались и просто не понимаете, куда идет ваша жизнь, куда вам дальше двигаться, я рекомендую вам сделать очень технически простое упражнение, которое всех моих клиентов почему-то сильно удивляет. Когда они мне жалуются на то, что вот им не нравится их жизнь, я у них спрашиваю: скажите, пожалуйста, а во сколько лет вы бы хотели умереть? И все таки: что? И вот хочу у вас спросить, представьте себе, во сколько лет вы бы хотели умереть. И запишите это на листочек. Пускай, например, это будет 100 лет. А теперь постарайтесь представить себе, что вы уже сейчас умираете. И с каким чувством вы бы хотели умереть? Опять же, каждый отвечает на этот вопрос настолько совершенно по-разному. Кто-то говорит: я хочу умереть одна или один, абсолютно чистая, смелая, кристально ясная, максимально осознанная и понимающая, что я и там дальше что-то сделавшее в своей жизни, или кому-то чего-то важному научившее, или что-то серьезное сделавшее, как-то способствующее улучшению мира, созиданию, уровню гармонии. А кто-то говорит, например: я хочу умереть рядом только с одним близким человеком, рядом с которым я могу полностью расслабиться, рядом с которым я не чувствую стыда, рядом с которым я себя чувствую полностью любимым и принимаемым. Я знаю, что я могу довериться и положиться на него. Короче говоря, каждый отвечает что-то очень-очень разное. И, конечно же, самый мудрый и проницательный зритель тотчас же отметит, что мы называем именно то, чего нам не хватает больше всего именно в данный момент времени. И, конечно, в момент нашей реальной смерти, за 50-60 лет, все может очень сильно измениться. Но, тем не менее, это очень важный индикатор все равно того, в какую сторону стоит двигаться. Ну а дальше вы, наверное, уже догадались. Необходимо, вот, допустим, сейчас вам 30 лет, соединить ту точку в вашей жизни, в которой вы сейчас находитесь, и именно ту точку в том возрасте, в котором вы хотите умереть, и именно то состояние, в котором вы хотите умереть, поделить свою жизнь, которая вам осталась, на равные промежутки времени: 40 лет, 50, 60, 70, 80, 90. И дальше вы можете либо, исходя от 100 лет, зная, какой конец вы себе представляете, продумать, каким вам в таком случае стоит быть в 90 лет, чем вам надо заниматься, каким вам нужно быть, на что стоит уделять свое внимание. Дальше вы себе можете представить, соответственно, от 90, что тогда надо делать, 80, что тогда надо делать, 70, и просто на каждое десятилетие вы можете прописать себе подробный план. Либо, если вам удобнее от нынешнего момента отталкиваться, то вы можете из этой точки начинать составлять этот план. Либо вы можете себе очень четкое, ясное видение иметь того, что же должно быть в середине этого пути, к чему вы хотите прийти в 60-70 лет, что хотите создать, какие хотите иметь отношения с детьми. И вы можете прямо так и прописать себе по всем основным сферам, что вы хотите иметь в работе, что вы хотите иметь в плане саморазвития, что вы хотите иметь в плане любовных отношений, что вы хотите иметь в плане детей. Хотите вы иметь хорошие отношения со своими детьми или, наоборот, более ровные, или, может быть, вы вообще не хотите иметь детей. Сейчас я хотела бы рассказать вам, в чем для меня заключается смысл этого упражнения и как я себе представляю его терапевтический эффект, в силу чего он наступает. Наверное, те из вас, кто уже знаком с концепцией моей стрелочки, понимают, что это упражнение представляет из себя продолжение этой стрелочки от середины до самого конца. А таким образом, если продолжать эти графические аналогии, то я даже на это не хочу пожалеть отдельный листочек, то экзистенциальный кризис можно себе представить вот так. Просто как точка в пустоте, в пространстве. Знаете, экзистенциальный кризис — это как электрончик, который оторвался уже от всех орбиталей, и у него просто избыточная степеней свободы. То есть вы не понимаете, что из себя представляет эта точка, то есть кто вы сейчас в данный момент этой времени, откуда вы пришли, и, соответственно, куда вам двигаться. И для того, чтобы как-то это ограничить, очертить, мы можем прибегнуть к еще ряду методов. Вот, например, это упражнение
выход из экзистенциального кризиса, я вам напомню, что в психотерапии оно делается уже в самую последнюю очередь. После того, как вы преодолели свои зависимости, после того, как вы овладели навыками психики, особенно, конечно же, приучились полагаться на свои эмоции, после того, как вы уже разобрались в отношениях с родителями, после того, как вы уже узнали хорошо себя и узнали свою самооценку. Видите, только после этого всего можно выйти из экзистенциального кризиса. И почему у вас может не получиться это сделать, или вам, может быть, это очень тяжело? Потому что, когда люди ходят на психотерапию, в процессе психотерапии они узнают себя. То есть они узнают ту серию событий и ситуаций, которые сделали их ими. И самое главное, они учатся отличать свою истинную самость, то есть то, кто они на самом деле от природы, по сравнению с тем, какие события нанесли им психологические травмы. И таким образом они уже прочерчивают для самого себя умозрительно начало этой стрелочки. И как вы можете это сделать самостоятельно? Я бы рекомендовала вам вспомнить именно те события, особенно из детства, которые для вас были самыми яркими и сопровождались для вас самым-самым сильным вот этим вот экзистенциальным впечатлением, моментом осознанности. У каждого эти события будут абсолютно разные. Не обязательно это должны быть радостные события. Это могут быть те, которые приносят вам самые-самые сильные эмоции, или те, которые вам первыми приходят в голову. А еще рекомендовала бы вам посмотреть на свои детские фотографии. По ним тоже обычно очень часто бывает видно именно какой вы должны быть от природы. На кого-то взглянешь и видно, что это очень добрая, веселая, чистая и светлая девчонка. А на кого-то посмотришь и видно, что это очень хорошая, очень строгая и благородная девочка. На какого-то мальчика посмотришь и видно, что он очень сильный, безудержный, сценичный, неугомонный. А на какую-то фотографию посмотришь и видно, что это очень робкий, милый, немножко потерянный, но такой нежный мальчик. Если вы подумаете и повспоминаете, то вы уже гораздо лучше сможете понять, кто вы. Ну, давайте я вам для примера все-таки приведу те ситуации, которые мне самыми первыми приходят в голову из детства. Именно надо вспоминать не те, которые приходят вашим родственникам, именно не те, которые официально представляют ваше детство, а именно те, которые вы сами вдруг внезапно можете вспомнить. Вот у меня это, например, такие. В глубине бабушки Лидиного огорода весной от избытка восторга я пела песню груши. Я посвящала ее этой груше, когда с нее падали такие красивые белые и розовые лепесточки, вся окруженная огромной, свежей, такой буйной, безудержной, непрополанной зеленью. Также я очень любила ухаживать вообще за растениями в этом огороде. Я знала сорта всех помидоров, я очень любила их поливать. Я очень любила, когда чистая такая вода лилась в землю, прохладная, в жару. Я очень любила заглянуть за ржавый бак и нарвать там к ужину, когда придет дедушка Дима с работы, зеленого лучка и редиски, а направо повернешься, тут вот тюльпанчики. Я до сих пор помню расположение всех этих грядок. Еще у меня было такое событие, когда я говорила тост елочки, когда мои отчим с мамой только-только поженились, у нас был Новый год, меня угостили немножечко шампанского, мне налили на донышке, и я немножко его выпила, и я говорила: боже, давайте все будем любить друг друга, посмотрите на эту прекрасную елочку, она такая ароматная и пахучая. Еще я любила всем делать рисунки, и я все время делала какие-то открытки людям, посвящения, а каждую ночь я всем говорила: всяческий хор Лека Нож, желаю вам самых цветных, самых ярких, люминесцентных и счастливых снов. И любила всех подойти, поцеловать и обнять. И еще было такое, например, событие, когда я уходила из дома, у меня был такой период, я не могла выйти без того, чтобы своей обезьянке, игрушечке, не оставить что-нибудь, чтобы о ней позаботиться, накрыть ее пледиком, или я ей оставляла какие-то печеньки, вдруг она проголодается, или дать ей попить, потому что, ну, короче, все должно было быть предусмотрено для того, чтобы ей было комфортно. Если все эти события выстроить в ряд, то их можно интерпретировать таким образом. Ну, это правда. В моем детстве было очень много одиночества, ненасилия и свободы. И я очень хотела, чтобы меня любили. И я очень хотела, чтобы все люди друг друга любили. И я верила, что если все будут друг друга любить, то все будут счастливы.
Вообще, в целом, мои преобладающие энергии жизни — это грусть, любовь и злость. Это такие три основные эмоции, которые являются мотиваторами моего движения по жизни. И абсолютно у всех эти эмоциональные моторчики совершенно разные. Они могут представлять из себя даже не одну эмоцию, а специфическую смесь, очень характерную для этого человека, эмоций. Например, у Вивальди это практически всегда смесь грусти, тревоги и любви. А, например, у Арчи Маршалла это такая нудная, упадническая депрессия, тоска, лень, безысходность, в которую он погружается полностью, и он доводит себя уже до экзальтации, и в результате чего эти эмоции перетворяются на радость. И каждая эмоция может быть энергией жизни. Например, злость. Вас все вокруг бесит настолько, что в какой-то момент вы перестаете уже это терпеть, и вы начинаете это изменять. Тревога. Вы настолько сильно и хорошо видите вокруг опасности, что вы можете очень тщательно продумать, как этих опасностей избежать и как в итоге извлечь только плюсы из этого. Депрессия. Вам настолько не нравятся какие-то лишние, ненужные, наносные вещи, глупые, которые нас заставляет делать общество, что вы боретесь с ним и идете именно своим цельным, истинным путем. И посмотрите, какой еще интересный есть нюанс. У нас же в жизни могут происходить очень сильные, потрясающие нас травматические события. Если в вашей жизни вдруг произошло острое травматическое событие, оно может резчайшим образом вывести линию всей вашей жизни в совершенно какую-то другую, не ту сторону. И тогда вы уже можете умереть не так, как это положено по вашей истинной самости, а совершенно в другом, каком-то неудовлетворяющем вас категорически месте. А еще есть у нас же в жизни и хронические травматические события, которые очень-очень подспудно, неуклонно выводят нашу жизнь тоже в какое-то не то место, когда мы уже можем быть не теми, какими мы хотели бы быть, не теми, какими мы должны были бы быть. И вот наряду с этими ситуациями, воспоминаниями, которые делают меня мной, были же еще и совсем другие. Когда я, например, ночью перед 1 классом не могла уснуть, и молилась Богу перед 1 сентября. Мне было безумно страшно, меня просто трясло от тревоги, потому что моя мама меня настолько застращала. Я просила: Боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы я вдруг, не дай Бог, не оказалась троечницей, не оказалась хорошисткой, а оказалась только отличницей. Сделай, пожалуйста, так, чтобы я не была тупой. Вот как сильно я этого боялась. И этот страх, он не предусмотрен в том, чтобы я получала сейчас радость от жизни. И мне нужно с ним бороться. И нам всем нужно бороться с нашими хроническими травматическими событиями, с домашним насилием, как в формалине, утопить и нивелировать их в любви, для того, чтобы вернуться в свое истинное состояние. С острыми травматическими событиями так не получается делать, потому что они накладывают на нас уже непоправимый отпечаток. И единственное, что мы можем сделать, это интегрировать часть этой травмы в себя, сделав ее частью своей личности. А есть еще и уже в нашей во взрослой жизни, помимо психических, просто социально-экономические факторы, на поводу которых мы можем повестись, и наша жизнь тоже заходит куда-то не туда. Например, молодой человек переехал в чужую страну, ему там надо закрепиться, для того, чтобы ему заработать визу, ему надо было очень много работать, он все свое время уделяет только работе, он попал уже в эмоциональное выгорание, он заботится о своем здоровье, но он совершенно не может построить отношения с близкими, из-за этого он чувствует себя несчастным. И получается, что экзистенциальный кризис — это всегда вот это вот чувство разницы, когда вам ваша душенька подсказывает, каким вы должны были бы быть в идеале, если бы только все обстоятельства благоприятствовали тому, чтобы ваша истинная самость проявлялась, по сравнению с тем, куда вас завели обстоятельства этой жизни. И, конечно, из этого кризиса может быть очень тяжело выйти, именно из-за того, что, во-первых, во внимании, это в фокусе своего внимания, очень тяжело постоянно это сохранять, такую высокую степень осознанности, а во-вторых, потому что непонятно, что именно ты упускаешь из своего внимания. И вот хочу вам зачитать одну фразу. Кто-то однажды говорил мне о сущности ада. В свой последний день на земле человек, которым ты стал, встретится с человеком, которым ты мог бы стать. Видите? И как раз вот это упражнение представить себе смерть
может быть как раз тем самым хорошим выходом и решением, которое и придаст вам решимости, и поможет вспомнить все самое важное. К смерти надо готовиться как к свадьбе. Надеюсь, ваша жизнь не зайдет куда-нибудь не туда, и вы умрете именно с тем чувством, которое себе загадали. Спасибо большое всем моим патронам и донатерам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео. Всем пока!